Выйдя в Алекму, мы прижались к правому берегу. По реке плывет очень много лесного мусора, попавшего в нее с подъемом уровня воды, вызванного дождями. Течение, судя по всему, тоже ускорилось. Почти 30 километров от устья Чары до устья Алекмы мы пролетели за 3 часа. В устье расположен крупный остров Тирют-Ары, а напротив него на левом берегу поселок Троицк. Ширина Алекмы в устье около 800 метров, а течение настолько быстрое, что может вынести на середину Лены, поэтому мы держимся правого берега, чтобы и по Лене идти возле правого. Впереди место впадения Алекмы в Лену. Все происходит так стремительно, что мы даже не успеваем ничего осмыслить. А ведь Алекма – один из крупнейших притоков Лены. Ее длина 1436 километров. Как и Чара, начинается она в Забайкальском крае, немного захватывает Амурскую область, а затем течет по Якутии. Мы проплыли по ней всего 28 километров. Выплываем из устья Алекмы и заплываем в Лену. Только вышли в Лену, как решили сразу остановиться. Из Алекминска сюда достает сотовая связь, так что мы позвонили домой рассказать о знаменательном для нас событии, а затем здесь же и пообедали. Помимо невероятной ширины и открывающегося на десятки километров простора, Лена необычна для нас тем, что на ней довольно активное судоходство. Поначалу очень непривычно было видеть корабли, снующие по ней в обе стороны. Через несколько километров подошли к какой-то конструкции. Сначала подумали, что в этом месте собираются строить мост, но потом выяснили, что здесь по дну Лены проходит газопровод «Сила Сибири». По нему российский газ идет в Китай. В Якутии тем временем газифицировано менее 20% населенных пунктов. Ближе к вечеру над рекой стало ходить много грозовых туч. Одна из них потихоньку догнала нас, поэтому мы вышли на берег, чтобы спрятаться от дождя под деревьями. К счастью, ветер быстро прогнал эту тучу, и уже где-то через полчаса мы снова плыли, но уже искали пристанище на ночь. Нашлось оно на удивление быстро. Это была какая-то полузаброшенная стоянка. Относительно ровное место для палатки выбрали с трудом. Стоянка успела порасти кустарником. Вечером заметили, что мошки стало гораздо больше, чем до этого. Первая ночь на Лене преподнесла небольшой сюрприз. Около 3 часов утра нас разбудил хаотичный топот нескольких животных, доносившийся со стороны леса. По ощущениям, источник звука находился примерно в 20-30 метрах от нас. Не выходя из палатки, я крикнул, спросив, кто там. Ответа не последовало, но после крика животные потихоньку стали удаляться и больше не появились. Мы предположили, что это могли резвиться лошади местных жителей, отправленные на вольный выгул, либо лоси или олени. После их ухода уснули еще не скоро. Сегодня с самого утра над нами висит плотная низкая облачность. Уровень воды за ночь не изменился, но различного мусора по воде плывет уже гораздо меньше. Через 3 часа после выхода встретили зимовье. Вышли на берег осмотреть его. Выглядит все так, будто тут кто-то буйствовал, вроде медведя, или так, будто весной вода поднималась на несколько метров, и во время наводнения пострадала и изба, и все вокруг. Здесь было много следов лошадей, возможно, тех, что и разбудили нас ночью.
Долго не могли найти ни одного даже маленького ручейка, чтобы можно было набрать чистой воды на обед. Почти к обеду и нашли. Вода в нем была все такая же желтая, мерзлотная. После обеда поднялся сильный попутный ветер, который нес нас прямо в грозу ниже по течению. Вышли на берег подождать, когда она уйдет. Постепенно гроза отошла к левому берегу, а мы продолжили плыть у правого. Впервые увидели мертвую птицу в воде. Немного погадали, от чего она могла умереть. Время приближалось к вечеру, и мы начали поиски места для лагеря. Около 5 часов вдалеке показался высокий скалистый правый берег, а из-под облачности стали пробиваться лучи закатного солнца. Понимая, что на таком берегу подходящих для стоянки мест может не быть, а поиски растянутся до ночи, все же поплыли в его сторону. По мере приближения скалы поднимались над нами все выше и выше. Мы решили для себя, что это репетиция Ленских столбов, настолько они были впечатляющими и красочными в лучах вечернего солнца. Под скалами встретился родник с прозрачной водой, а в небольшом распадке вдруг увидели выглядывающую из зарослей избу. Ищем ночлег опять, поскольку там из-за скал идет какая-то непогода. Сейчас в распадке, также между скалами, нашли какое-то зимовье. Посмотрим сейчас, если для палатки место есть. Уже вижу, что есть. Значит, остановимся здесь. Зимовье обжитое, в отличие от предыдущего. Нам все равно оно не нужно. Нам нужна полянка. Палатку поставили напротив входа в избу. Готовить решили на костре, тем более, что здесь есть небольшой запас дров и кострище с таганком. На территории зимовья много всякого мусора, как хозяйственного, так и лесного, принесенного рекой в половодье. После ужина пошли к воде снимать скалу за распадком. Уж больно она нам понравилась. В 7 утра проснулись из-за проливного дождя, барабанящего по палатке. Решили не вставать, пока он не закончится. Через некоторое время ливень превратился в монотонный и затяжной дождь, который продолжался примерно до часу дня. В итоге сделали очередную дневку. Сначала долго спали, потом много читали. Подумали было, что такой дождь опять зарядит на пару дней, но ближе к вечеру небо стало проясняться. После ужина поспешили на берег. Там разгорелся такой закат, какого мы, пожалуй, еще не видели. По крайней мере, в этом путешествии точно. По мере того, как солнце приближалось к горизонту, на небе вспыхивали все более яркие краски, а мы не могли оторвать от них свой взор. Утром над рекой стоял густой туман. Противоположного берега не было видно вовсе, да и на нашем все было затянуто белой пеленой. Солнце не рассеивает туман, а поднимает все выше и выше, а там уже его разгоняет ветер. Обед и завтрак, как обычно, варим сразу. Обед накладываем в термос и после сборов готовим катамаран к отправлению. Сегодня, кстати, довольно прохладно. Выдвигаемся в путь после очередной дневки. Уровень воды немножко упал по сравнению с позавчерашним днем. Он где-то был примерно по это дерево.
Но течение вроде бы нормальное, встречного ветра нету. Так что надеемся сегодня пройти опять приличное расстояние. Какое загадывать не будем, как получится. Впереди еще 418 километров до финиша и примерно 320 километров до Ленских столбов. Погода сегодня ясная. Облаков на небе мало, но чувствуется, что стало заметно прохладнее, чем в предыдущие дни. Через некоторое время на реке поднялся легкий встречный ветер. Холодный воздух уже дает о себе знать, но вроде как и солнце пока что продолжает греть. Вышли на берег для отдыха небольшого. А здесь в воде медвежья какашка. Свежая, судя по всему, сегодняшняя. Где-то он там шатается. Да, несмотря на судоходность реки и относительно небольшую заселенность левого берега Лены на этом участке, места здесь все же дикие. Ближе к обеду по небу поползли крупные облака самой разнообразной формы. Синее небо с белыми облаками, отраженные водной гладью, и огромный простор, который можно охватить взглядом. Это то, что делает Лену необычной для нас. На обед традиционно остановились на галечном берегу. Еда уже готова и ждет своего часа в термосе. Костер разводим только для того, чтобы вскипятить воду для чая. После еды небольшой отдых. На все про все уходит примерно час. Правый берег становился все менее гостеприимным. Поднялись высокие горы, изредка сменяемые заросшими густым лесом распадками. Проплыли село Урицкое, расположенное на левом берегу. Примерно через 20 километров после него на карте отмечен перекат Туолбачанский, но никакого переката мы не заметили, хотя прошли прямо по нему. Леонид Соколов называется. Тягач который. Ага. Поиски продолжаются, пока что безуспешно. Везде завалы, везде заросли. Возле берега тоже не встать, потому что уровень воды может подняться, и мы окажемся в водах Лены. Вот, а до следующего берега слишком далеко. Там тоже неизвестно что. В итоге проплавали до 9 часов вечера, прошли рекордные для нас 80 километров за один день. И уже в сумерках нашли более-менее подходящее место. Сильно уставшие, с большим трудом приготовили еду на горелке прямо в палатке и сразу после ужина завалились спать. Раньше, судя по всему, это место использовали для стоянки. Возможно, охотники или рыбаки из села Марха, что находится напротив, на левом берегу Лены. Но надо сказать, палатку мы поставили в попыхах, и стоянка оказалась не самой удобной. Тем не менее, поспали сегодня подольше и выходим около 10 часов утра. Кстати, вечером заметили, что комары после захода солнца стали прятаться. Появляются с утра, когда оно начинает пригревать. С утра день солнечный, но дует достаточно сильный встречный ветер, который постоянно норовит развернуть катамаран боком поперек течения. Когда грести становится тяжело, не сопротивляемся. Мы уже давно используем такую тактику. Баллоны катамарана, развернутые поперек течения, это течение и толкает. Можно плыть и не грести. Ближе к обеду ветер затянул небо серыми облаками. Иногда казалось, что вот-вот зарядит дождь, но обходилось. Плыть тяжело. Ветер поднимает волну, которая бьет катамаран, и его мотает в разные стороны. Поэтому и скорости практически никакой нет, ползем как улитки.
Около 4 часов вечера ветер немного затих, а вдали показались скалы, обрывающиеся прямо в воду. Сегодня весь день на Лене бушевали ветра, тормозили нас, и поэтому мы прошли на данный момент чуть более 30 километров. Ищем ночлег, но правый берег, вдоль которого мы шли, стал очень крутым. Он прямо обрывается в воду, поэтому мы приняли решение в первый раз переплыть Лену. Мы сейчас находимся где-то посередине реки. И вот в этот момент мы как раз ощутили, насколько она широкая. Комары вечером стали прятаться, но на смену им пришла в огромных количествах мошка. Без накомарника нам, пожалуй, пришлось бы очень тяжко. Плывем вдоль левого берега и периодически выходим посмотреть места под палатку. Издалека он кажется пологим и гостеприимным, но вблизи, конечно же, все немного иначе. В зарослях видели просеку, сделанную абы как, а по ней прямо по земле проложен кабель, напоминающий оптическое волокно. Течение у левого берега слабее, да и Лена здесь мелкая, часто встречаются отмели, открывающиеся в межень. Через некоторое время нашли относительно ровное место и разбили лагерь. За день прошли небольшой километраж, но от точки старта в селе Чара уже разменяли 1000. Впервые в жизни у нас за один сплав такие огромные расстояния. До финиша остается еще около 300 километров. В 10 часов вечера пошел дождь, гремела гроза. Со стороны реки слышался мощный прибой. Во время дождя вода попадает в швы шкуры катамарана и скапливается между наружным и внутренним баллонами. Катамаран становится очень тяжелым, поэтому воду приходится сливать. С утра на реке тоже ветрено, ветер достаточно прохладный, боковой. Плыть при таком ветре очень тяжело, скорости и так никакой, да еще и волна качает так, будто хочет сбросить нас в воду. Идем около берега. Через 3 километра на берегу встретили заброшенный корабль, пройти мимо не смогли. Я отправился внутрь посмотреть, что от него осталось. Еще через несколько километров и более часа борьбы с ветром и волнами подошли к селу Саныяхтах, расположенному на левом берегу Лены. Здесь есть магазины. Продуктов у нас полно, хватит до конца путешествия и еще останется, но хочется чего-то вкусного и хлеба. Его мы не ели уже больше 20 дней. У Саныяхтаха довольно интересная история. Она берет начало в 1742 году. Именно тогда на Лене был проложен почтово-пассажирский тракт между Витимом и Якутском. Тракт обслуживали почтовые станции, одной из которых и стал Саныяхтах. Эту станцию назвали по одноименной реке, притоке Лены. Название переводится как Тулуп. В советские годы из Саныяхтаха перебрасывали продукты на алданские золотые прииски. Сейчас здесь живет около 600 человек. Хлеб, кстати говоря, продается по предварительной записи, пофамильно и по весу. Почти 2-килограммовая буханка обошлась нам почти в 80 рублей. Хлеб свежий, хрустящий, не удержались и накинулись на него сразу же. В конце села, там, где в Лену впадает река Саныяхтах, находится отмель. Когда мы ее проплывали, весла постоянно задевали дно, и пришлось помучиться, чтобы ее преодолеть. Как только прошли, сразу же остановились на обед. Мудрить с ним не стали, ели свежий хлеб и карамельки. Почему-то захотелось именно такого сочетания продуктов.
В 10 километрах ниже села Санаяхтах в Лену впадает река Туолба. Напротив нее на левом берегу возвышается красивая скала, возле которой возобновилось течение. Его нам давно не хватало. Сразу после скалы увидели урочище Еловка на месте бывшего поселка. Решили здесь останавливаться на ночлег, поэтому вышли поискать подходящее место. Сегодня решили остановиться пораньше, потому что вдоль отмели там плыли, немножко подустали. С ветром боролись, хоть он и почти попутный был, но все равно катамаран крутил. Палатку сегодня поставили подальше от реки. Просто увидели хороший лесок. Когда пришли сюда, обнаружили очень хорошую площадку, ровную. Не часто такую встретишь в лесу. Здесь очень много следов жизнедеятельности лошадей. Это, видимо, из Санаяхтаха. Может быть, еще из Малыкана приходят. Вдоль всего берега их следы, тропы очень часто встречаются, если выходить. Как я уже сказал, остановились сегодня пораньше, потому что вчера припозднились, позавчера вообще почти ночью пришли. Так что нужно как-то немножко разгружать себя. Сейчас немножко полежим, отдохнем и будем готовить ужин. Ну, сегодня у нас вообще суп с хлебом, гороховый, с майонезом. После ужина решили сжечь накопившийся мусор. Копится он только, когда не разводим костры, а выкидывать неразлагающиеся отходы на природе считаем кощунством. В этом Санаяхтахе сахар, да, вот русский сахар, кубиками, который мы используем. Почти 200 рублей стоил за коробку, за килограмм. Ничего себе. Утро весьма пасмурное. Настолько, что если смотреть на реку и противоположный берег, все кажется практически черно-белым. Встав на воду, пошли вдоль левого берега. Ветра нет, плывем не спеша, но без усилий. Снова переплывать к правому берегу не спешим. Здесь русло разбито островами и очень широкое, около 2 километров. Вскоре увидели автомобильную дорогу, спускающуюся прямо к реке. Стало интересно. Вышли и увидели множество построек и техники. Вероятно, где-то поблизости находится карьер, но как эта техника сюда добралась, непонятно, ведь Лена – единственная дорога в этих местах. Людей здесь не встретили, зато видели мобильную баню. Было большое желание воспользоваться ею, но она, к сожалению, оказалась заперта на замок. Отплывая от этой базы, увидели насыпной пирс. Сразу стало понятно, как привезли сюда технику и как вывозят добытый камень. Около села Малыкан русло Лены сузилось на несколько сотен метров, и мы все-таки решили вернуться к правому берегу. На правом берегу сразу же встретился ручей, пополняем запасы воды. Прозрачная? Здесь уже возвышаются привычные нам скалы с каменными осыпями. Под одной из них останавливаемся на рыбалку. Покидали Блесну примерно с полчаса, но безуспешно. Слышали, что на Лене нужно довольно тщательно подбирать приманку из-за привередливости местной рыбы. Но вполне возможно, что нам просто не хватает опыта в этом деле. К часу дня остановились на обед. К этому моменту прошли 30 километров, довольно неплохо. В предыдущие 2 дня такое расстояние проходили за день. После обеда высокие скалы уже тянулись по левому берегу.
Там, где они прерываются небольшим распадком, раскинулась яркая зеленая лужайка. На ее месте раньше стоял то ли поселок, то ли почтовая станция под названием Чуран. После распадка скала вновь резко поднимается и тянется на 1,5 десятка километров до села Исид. Место очень красивое. К 4 часам вечера нас начали догонять тучи. Какое-то время нам удавалось от них оторваться, но вскоре начал накрапывать дождь. А тут и весьма кстати увидели избушку. Побежали под навес прятаться от разразившегося ливня. Избушка оказалась старой-престарой баней. Судя по устроенным из ветхого тряпья лежанкам, местные рыбаки и охотники используют ее в качестве ночлега. Затем, когда дождь немного утих, я поднялся на высокий берег. Увидел много покосившихся домиков. Понял, что мы находимся на базе Чуран. С 1933 по 1953 годы это была перевалочная база для перевозки автомобильным транспортом грузов между Алданом и Якутском. Проживало здесь около 500 человек, была развита инфраструктура. Только мы отплыли от базы Чуран и увидели на берегу таблички. Сейчас подойдем посмотрим. Но уже видно, что написаны Ленские столбы. Это первые встреченные нами знаки национального парка. Видимо, довольно старые, поскольку природным парком он был до 2018 года. Неподалеку от этого места, за островом Хатынг-Ары, на левом берегу Лены находится село Исид. Издалека было видно, что оно достаточно крупное, стоит вышка сотовой связи. Попробовали включить сим-карту МТС, но связи не поймали. Вскоре подошло и время останавливаться на ночлег. На советской карте, практически напротив Исита, увидели отмеченную избу и решили поискать стоянку в этом месте. Вышли на берег и увидели несколько знаков нацпарка и тропинку, уходящую через небольшое болотце в лес. Пошли проверять и удивились. Немногим более 100 метров от воды стоит изба. Так, ну сюда далеко идти, я не знаю, как мы сюда попадем, конечно. Место очень хорошее, а там сыровато. Катамаран тащить сюда через мокрый лес, конечно, тяжело, поэтому спрятали его на берегу, а вещи за 2 ходки перенесли к избе. Изба открыта настежь. Судя по всему, она предназначена для инспекторов парка. Немного осмотрелись на территории. Ночевать решили в палатке, а еду готовили в этот раз на горелке под навесом. С утра даже не успели собраться, как зарядил довольно сильный дождь. Повезло, что здесь есть просторная столовая с крышей навесом. Также на горелке приготовили себе завтрак с обедом, и когда дождь прекратился, перенесли вещи к реке, собрали катамаран и отправились в путь. Погода сегодня очень ветреная. Несмотря на то, что ветер практически попутный и дует в спину, катамаран разворачивается поперек течения. Ветер в спину, Ванин баллон все разворачивает, ему приходится грести. А я отдыхаю. Шли довольно быстро, поэтому получилось так, что первые несколько километров греб я один. Сегодня на реке активное судоходство. В очередной раз встретился теплоход-ракета на подводных крыльях. Это пережиток советского прошлого. Такие теплоходы строились для скоростных пассажирских перевозок на расстоянии до 600 километров. Выпускались они с конца 1950-х до середины 70-х годов, и несмотря на почтенный возраст, некоторые из них продолжают работать и поныне.
Вскоре подошли к острову Кыллах и зашли в узкую правую протоку. Здесь почти безветренно, а в конце острова находится еще одна изба инспектора, которую мы хотели посмотреть. Здесь на довольно крутом берегу раскинулась огромная поляна. На ней стоит несколько построек с табличками национального парка, а вид на реку с нее открывается просто шикарный. Эта изба тоже оказалась не запертой. Внутри чисто и уютно. Имеется уголок инспектора. Само место, где стоит изба, похоже на опустевшую деревню. Но кроме того, что на старых советских картах здесь отмечена молочно-товарная ферма Джекемде, никакой другой информации о нем я не нашел. В самой верхней части поляны у леса стоит навес со столом и скамейками, а рядом мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне. На памятных столбах надписи на якутском языке: «Великой Победе 60 лет», «Великой Победе 70 лет». На памятнике множество имен людей со всего Советского Союза. Несмотря на ярко светящее солнце, погода уже не летняя. Ветер довольно холодный, да и по небу ползет облачность, которая постепенно стала превращаться в дождевые тучи. Эти тучи догнали нас, когда мы остановились на обед и развели костер, чтобы вскипятить воду. Пришлось оперативно устанавливать палатку, греть воду и обедать уже в ней. Пока пережидали дождь, время приблизилось к 3 часам дня. Пора начинать поиски места для сегодняшнего ночлега. Там, где обедали, было не очень удобно. Однако правый берег все такой же крутой, удобных мест нет. Вдруг увидели скалу пирамидальной формы, но выглядит пирамидой она только с одного ракурса. Вблизи это просто разрушенная скала. Отвесные скалы тянутся вдаль почти до горизонта. Все чаще на них встречаются каменные останцы различной формы. Одни возвышаются прямо на осыпях, другие выглядывают из-за деревьев. Вскоре показался небольшой мыс. Обычно на таких мысах встречаются зимовья. Вышли посмотреть. Нашли тропу, в самом начале которой было много различного мусора. Пройдя по ней несколько десятков метров, нашли какое-то приспособление, похожее то ли на ловушку, то ли на укрытие для собаки. Видимо, кто-то здесь охотится, поэтому решили идти дальше, тем более, что место неудобное. Ради интереса остановились посмотреть навигационный знак. К нему приделана лампа и небольшой аккумулятор. Свет лампы очень тусклый. Долгие попытки найти подходящее место для ночлега все никак не могут увенчаться успехом. На наклонном берегу ставить палатку не имеет смысла, поскольку внутри нее все будет съезжать, да и выспаться в таких условиях вряд ли получится. Уже и вечернее солнце почти скрылось за горизонтом, как вдруг из лесу на очередном мысу выскочили 2 собаки, радостно виляющие хвостами, и убежали обратно, как только мы вышли на берег. Прошли мы сегодня в итоге 60 километров. Вполне неплохо, но мы немного припозднились. Время почти 8. Долго опять искали место. Нашли вот на таком высоком берегу. Тропинка ведет в лес. И там
Ну, есть пара мест, где хотя бы можно палатку поставить. Так что остановимся там. Нам осталось донести катамаран. Собаки вывели нас на прикормочное поле, на котором мы и поставили палатку. А сами тем временем безвозвратно убежали в лес. Вечером выявилась одна неприятность. Да, все это время мы думали, что клещей здесь нет, а тут вот, оказывается, какой товарищ. Впился Ваня в ногу.